Идеально ровные углы в 90 градусов, словно стотонные гранитные коробки. Они поражают воображение. Гранитные ящики Серапеума – одна из самых невероятных загадок мира. Каждый аспект этих 24 гранитных ящиков необычен и сбивает с толку, пронизан аномалиями. Обнаруженные в 1850 году французским ученым и египтологом Агюстом Мариетом в гигантском подземном некрополе узких туннелей в Саккаре, ящики Серапеума привлекли внимание современных историков. Считавшиеся саркофагами или гробницами для священных быков Аписов, точность, секийность, идеальные углы, громадный вес и их подземное расположение озадачивали археологов, инженеров и историков. Сегодня самые совершенные технологии и сверла с алмазным напылением ужаснулись бы перед гигантской задачей достижения математического гения ящиков Серапеума. Как древняя египетская цивилизация, вооруженная медными инструментами и зубилами, смогла обработать и сформировать твердый гранит с такой точностью? Как удалось не только доставить эти 24 гигантских ящика весом по 70-100 тонн каждый на место, но и точно центрировать и устанавливать их в их гнезда? Археологи выдвигают теорию, что Серапеум в Саккаре – это древнее египетское место погребения священных быков Аписа, которых считали воплощениями бога Тара. Но зачем египтянам прилагать такие невероятные усилия, ручной труд, манипуляции и точное мастерство ради погребения мертвых быков, пусть и божественных? Похоже на чрезмерность. Вырезанные из гигантских блоков гранита ящики Серапеума находятся внутри миль подземных туннелей. С поразительно идеальными углами в 90 градусов в ящиках древние ремесленники сумели обеспечить точную геометрию стен внутри ящиков даже на расстоянии 11 футов. Математика, задействованная при создании этих ящиков, не что иное, как феноменальная, и согласно подробным современным расчетам Мамошем, размеры отклоняются на тысячные доли дюйма. Неуловимое отклонение, почти невозможное для повторения. Как именно древние египтяне, оснащенные железными, бронзовыми и медными инструментами, добились такого уровня точности, и каково истинное историческое значение Серапеума в Саккаре. Традиционные теории основных археологов и египтологов изобилуют логическими дырами, такими же огромными, как Великие пирамиды. Основные египтологи датируют древние сооружения по гравировкам или надписям, поэтому официальная датировка ящиков Серапеума основана на грубых любительских царапинах и резьбе, найденных на некоторых ящиках. Египтологи датировали эти надписи, а следовательно и ящики Серапеума, примерно 3-м тысячным годом до нашей эры. Но иероглифы на этих отдельных ящиках Серапеума грубые и лишены первоначального зеркального блеска самих ящиков. Также имеются многочисленные микроцарапины и следы, где зубила соскальзывали по твердому граниту в процессе резьбы. Представьте себе создание этих чрезмерно проработанных ящиков из гигантских гранитных блоков с невероятной зеркальной полировкой, лишь для того, чтобы поручить нанесение надписи любителю, который нацарапал куриц сверху. Это граффити из резьбы не идет в сравнение с отменным мастерством и математическим гением ящиков Серапеума. Что если ящики были созданы в другую эпоху и подписаны другой цивилизацией? Но остается более важный вопрос. Независимо от того, какая древняя эпоха стоит за созданием этих ящиков, как простая человеческая мускульная сила и физическая мощь могли осуществить это архитектурное чудо? Погружаясь в другие детали этих ящиков, мы не продвигаемся к разгадке этих тайн.
На самом деле, правда об этих ящиках становится еще более запутанной. По мнению ученых и археологов, тип гранита, использованный для некоторых ящиков серапеума, вообще не добывался в каменоломнях Саккары. Фактически, большинство гранитных блоков для этих ящиков поступали из карьеров в восточной пустыне Египта. При отсутствии рек, соединяющих Восточный Египет с Саккарой, расстояние простирается примерно на 800 миль через гористую местность и преграды. Представьте транспортировку веса одного гранитного блока через такой регион без технологий, без машин, перетаскивая эти блоки по одному на деревянных плоских санях. Звучит ли это возможно? Но не все ящики сделаны из того самого гранита из Восточного Египта. Некоторые ящики изготовлены из гранита, который встречается в карьерах Асуана. Асуан находится примерно в 500 милях от Саккары. И хотя Саккара и Асуан связаны рекой Нил, представьте себе вес лишь одного из таких обрубленных блоков на корабле в 3000 году до нашей эры. При оценочном весе каждого готового ящика от 70 до 100 тонн ученые полагают, что один необработанный гранитный кусок, необходимый для одного такого саркофага, весил бы более 200 тонн. Египтологи рисуют картину о том, как массивные камни ставились на плиты и сани, подсыпался песок под них, чтобы они легче скользили по пересеченной местности. Но учитывая вес и громадные размеры этих ящиков, все эти объяснения кажутся несостоятельными. Более того, заброшенный ящик, стоящий в центре туннеля, не имел деревянной сани под ним. Без механизации сотни людей, работая в унисон, едва ли смогли бы создать достаточную суммарную силу, чтобы сдвинуть этот ящик. Но такое войско людей просто не поместилось бы внутри туннелей. Посмотрите на этот ящик. Он проливает свет на несколько аспектов процесса строительства. Во-первых, туннель всего на 2 фута шире, чем ширина камня, так что там нет места для сотен людей, необходимых для того, чтобы толкать невероятный вес камня. Во-вторых, каменный ящик не закончен, что означает, что рабочие не завершили его строительство на поверхности. Вместо этого рабочие решили занести их в эти узкие туннели для обработки, доводки и полировки. Наконец, этот ящик показывает, что по какой-то катастрофической причине проект был внезапно заброшен. Некоторые ящики не имеют крышек, а одна крышка лежит уныло в входном туннеле. Очевидно, они были оставлены на разных стадиях завершения. Теперь просто представьте себе ту рабочую обстановку. Узкие туннели с некоторыми нишами менее чем с 1 футом зазора, обработка твердого гранита пилой и зубилами, создающими огромное количество пыли, в темном подземелье с едва заметной вентиляцией и облаками пыли. Именно там древние египтяне выполняли чудесную точность ящиков серапеума. Как сегодня работают с аналогичным гранитом? Для извлечения кусков гранита применяют взрывчатку, затем их поднимают из крутых карьеров тяжелой техникой, после чего разрезают массивными пилами, работающими под гидравлическим давлением. Более того, в наши дни, даже при невероятном прогрессе технологий, люди просто не хотят брать на себя все эти трудности работы с такими гигантскими гранитными блоками. Проще говоря, это было бы слишком тяжелой задачей. Основные теории подразумевают умелое использование египтянами ручных инструментов. Но даже сегодня распиловка, сверление и резка подобного ящика представляли бы собой огромную проблему. Если бы эксперты хотели имитировать эти ящики сегодня, для достижения этой цели потребовались бы колоссальные людские ресурсы и техника. Вооружившись самой современной техникой, механическими дрелями, пилами и резцами, процесс начался бы с добычи одного гигантского блока камня для каждого ящика из Восточного Египта и транспортировки его
в Саккару. Затем вырезали бы внутренности ящика с помощью механических дрелей, поддерживали бы геометрию с помощью современных измерительных приборов, вырезали бы крышки из того же блока гранита, полировали поверхности и помещали их под землю, достигая такого подвига тысячи лет назад. Все это исключительно за счет ручного труда. Это поражает разум. По мнению современных инженеров, манипуляции с таким большим блоком гранита были бы просто чрезмерной работой, поэтому они воссоздали бы ящик, используя 6 кусков гранита вместо одного большого блока и состыковывая их вместе, чтобы сформировать один ящик. Достаточно лишь одного взгляда на эти ящики, и базовая логика диктует, что их изготовление должно было быть обусловлено чем-то более мощным, чем человеческие руки и мускулы. Выдалбливание гигантских блоков потребовало бы огромного ручного труда, но также и искусных техник, резки камня, которые до сих пор представляют собой проблему в современности. Равномерность толщины стен также вызывает недоумение и требует разумных объяснений, которые археологи и историки не смогли предоставить. Если принять традиционные теории археологов за чистую монету, то придется поверить, что древняя цивилизация без машин и технологий сумела добыть огромные блоки гранита из Восточного Египта и Асуана, поднять эти 200-тонные блоки из карьеров, затем транспортировать эти необработанные блоки на сотни миль в Саккару и превратить их в геометрически совершенные ящики. Вся эта работа выполнялась лишь для того, чтобы похоронить мумифицированных быков-аписов. И зачем такие большие гробы для быков? Предполагалось ли, что дополнительное пространство делало мумии комфортнее? Ящики различаются по размеру, но самые большие из них более 6,5 футов в ширину и 13 футов в длину. Если комфорт быков был таким важным, почему другие быки-аписов были похоронены в деревянных саркофагах недалеко от Серапеума в Саккаре? Более того, комфорт в загробной жизни редко когда учитывался. Фараоны были похоронены в гробах настолько маленьких, что едва вмещали их тела. Факты просто не складываются. Также возникает вопрос, почему египтяне выбрали гранит для этих ящиков. Почему бы им просто не использовать известняк? Известняк был предпочтительным материалом для других проектов в Древнем Египте. Место окончательного упокоения ящиков Серапеума было явно под землей. В этом месте ящики не подвергались бы угрозе атмосферного выветривания. Так почему не известняк? Известняк не только мягче гранита, более податлив и легче обрабатывается. Он также относительно легче в транспортировке такого размера. В Саккаре, рядом Бимамое, имеются собственные каменоломни известняка. Использование известняка значительно сократило бы трудозатраты в цепочке поставок. Гранит, использованный для ящиков Серапеума, должен был быть доставлен с сотен миль. Так почему был выбран гранит? Одно из объяснений, представленное экспертами, частично дает ответы. По словам российского космонавта Константина Борисова, гранит – это камень выбора, когда требуется герметичный контейнер. Борисов опубликовал свои исследования египетских мегалитов, таких как Великие пирамиды, и выдвинул интригующую идею. Поскольку гранит не пористый, при закрытых крышках ящики становятся фактически герметичными. Гранит также уникален тем, что в нем содержится много кварцевых кристаллов. Это означает, что при воздействии механического напряжения и повышенного давления в нем будет генерироваться электрический заряд. Не были ли эти великолепно сконструированные ящики ошибочно приписаны погребениям священных быков, тогда как на самом деле это были гигантские батареи?
Борисов подробно описал, что при невероятно высоком напряжении ящики могли бы производить напряжение достаточно высокое, чтобы ионизировать воздух вокруг, заставляя его светиться. Отсутствие сажи и следов горения на стенах внутри туннеля поддерживает идею о том, что огненные факелы в подземельях не использовались. Неужели именно поэтому древняя цивилизация пошла на гигантскую задачу транспортировки гранита в Саккару? Потому что им был необходим непористый материал, который способен удерживать газы при невероятно высоком давлении. С крышками этих ящиков, весившими почти 30 тонн, возможно, ящик должен был использоваться как камера давления. Все это ради выполнения какого-то сложного научного процесса. Более того, эскиз XIX века ящиков также подтверждает теорию Борисова. На рисунке изображены груды камней, уложенные сверху на крышки. Кто-то, кто строил или использовал гранитные ящики, пытался усилить давление крышек и запечатать то, что находилось внутри. Если эти ящики предназначались для гробов, зачем им была нужна дополнительная масса сверху? Это не так, будто мумии быков могли убежать. Итак, какой процесс преследовали первоначальные создатели ящиков? Почему 30-тонной крышке нужно было дополнительное давление сверху? Египтологи рисуют нам картину сотен древних ремесленников, стиснутых в узких подземных туннелях в пыли и темноте, тащащих гигантский гранитный блок через извилистые проходы и идеально центрирующих его на финальном месте. Они затем повторили этот процесс еще 23 раза. Мотивация и решимость, необходимые для выполнения этого проекта проекта, побуждают думать о чем-то более глубоком и значимом, чем создание могильника для быков. Таким образом, если сопоставить выводы Борисова с исследованиями инженеров, таких как Кристофер Дан, идея о ящиках Серапиума как гигантских батареях начинает выглядеть более разумно. Дан представил обширные передовые исследования, указывающие на то, что великие пирамиды Гизы служили машиной для сбора энергии. Пирамиды – не просто эффектный монумент. Они предназначались для генерации энергии для египетской цивилизации. Эта возможность заставляет нас задуматься, не имеет ли объяснение Грэма Хэнкока о доисторических архитекторах больше смысла, чем идеи мейнстримных археологов. Идеи Хэнкока считаются крайне противоречивыми и предполагают существование технологически продвинутой цивилизации, утраченной в доисторические времена, возможно, уничтоженной катаклизмом. Хэнкок цитирует культурные и религиозные источники со всего мира, которые последовательно намекают на события Великого потопа. Что если этот Великий потоп уничтожил цивилизацию с высокой технологией, оставив место для египтян, работавших медными инструментами и зубилами? Что если люди достигли технологического величия в давно утраченные времена, но человечеству пришлось начинать заново? Вот идея, которая набирает популярность среди широкой публики. Египетская цивилизация на самом деле не создавала эти ящики, а просто унаследовала их, так же, как унаследовали и мы. А что, если они тоже не понимали назначения этих гигантских камер и решили поместить в совершенные ящики Серапиума свои мумии быков? Грубые надписи на поверхностях некоторых ящиков также, по-видимому, подтверждают эту теорию. Архитектура коробки свидетельствует о продвинутом мастерстве и возможностях по сравнению с иероглифами на поверхности. Экспертные создатели этих ящиков и любители надписи, которые вырезали небрежные узоры сверху, не могли принадлежать к одной и той же цивилизации. Археологи хотят, чтобы мы поверили, что та же цивилизация, которая обладала умом, необходимым для осуществления невероятной математической точности при строительстве ящиков из твердого гранита, не обладала точностью при резьбе. Это в лучшем случае любительские царапины,
Более того, лишь немногие ящики имеют эти надписи, в то время как другие остаются идеально гладкими с зеркальной поверхностью. Датировать изготовление ящиков на основании грубых иероглифов – это ошибочная стратегия. Эти ящики, вероятно, предназначались для более грандиозной цели, чем простые погребения убитых быков. Поэтому идея о сложной манипуляции энергией или другом научном процессе, который наша цивилизация еще не открыла, звучит более правдоподобно. Также ходят спекуляции о сверлах с алмазными наконечниками и сложной тяжелой технике, использовавшейся при строительстве ящиков Серапеума и других древних мегалитических конструкций. Но есть ли доказательства? Некоторые утверждают, что есть. Рассмотрим один пример похожего ящика, обнаруженного на другом объекте в Египте. Он стоит в Каирском музее с единственным неправильным пропилом через гранит. На первый взгляд кажется, что проект был просто заброшен из-за ошибки. Но присмотритесь к углу и глубине разреза, и это почти вопит о шокирующей правде об его строителях. Этот разрез мог быть создан только в том случае, если нечто прорезало камень с невероятно высокой скоростью. Как зубило могло так глубоко прорезать твердый гранит без силы молотка, которая на самом деле расколола бы и разрушила камень без возможности восстановления. И посмотрите на следы пилы на других гранитных ящиках в Каирском музее. Они напоминают следы, оставленные современными ленточными пилами. На самом деле они указывают на более эффективную рабочую скорость, чем та, что доступна нам сегодня. Являются ли эти следы доказательством механической технологии резки, похожей на современные машины, используемые для распиловки гранита, оснащенные качественными лезвиями, инкрустированными алмазами? Похожая технология в руках древней цивилизации выглядит абсурдной идеей, но можно ли считать теорию об альтернативном медленном ошлифовывании зубилами из меди и железа более правдоподобной, и как основные археологи объясняют эти идеально круглые отверстия в различных гранитных артефактах, найденных в Египте? Равномерная ширина этих отверстий и глубина в гранитном куске потребовали бы высокотехнологичного сверлильного инструмента с алмазным наконечником. Другой пример – цилиндрический гранитный артефакт, обнаруженный рядом с Великой пирамидой. Этот цилиндр отмечен непрерывной спиральной канавкой, похожей на ту, что мы видим на виниловой пластинке. Как древние египтяне создали эту спираль без высокоскоростного вращения? Идея о том, что египетская цивилизация просто обнаружила и перепрофилировала ящики Серапеума, кажется более убедительной, особенно если сопоставить это с любительскими резьбами на архитектурно совершенных ящиках. Похоже, ответ скрывается в недостающем фрагменте пазла. Как ящики были протащены по узким туннелям, без места для рабочих и грузчиков? Откуда взялась эта поразительная математическая точность? И зачем полировали внутренние поверхности до стекловидного состояния, если они предназначались только для хранения мумий быков? Но с другой стороны, если эти ящики действительно были созданы доисторической, давно утраченной технологически развитой цивилизацией, как они умещали оборудование в этих узких туннелях? Чем они могли маневрировать этими тяжелыми ящиками через туннели и помещать их в гнезда? Мы продолжаем слышать о магических существах, пришельцах или нации великанов, стоящих за ящиками Серапеума и другими мегалитическими сооружениями по всему миру. Но каждая из этих теорий обладает своими собственными неправдоподобными чертами. Современная цивилизация ожидает рационального объяснения, но пока что никаких твердых доказательств нет. У нас остается только делать личные выводы и предположения о вещах Серапеума, выбирать те, которые кажутся наиболее здравыми и рациональными, если это вообще возможно. Если бы.